Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, второй прогноз на осень 2025 года, октябрь и ноябрь, основные месяцы. Именно октябрь и ноябрь, декабрь, вот это мое видение, но я не вижу, что в декабре будут какие-то инновационные, революционные перемены. Да, мы можем что-то доделывать, переделывать, но сказать, что декабрь нам какие-то особенные возможности приносит, скорее нет. Хотя информация неожиданная, она на протяжении и этих 3 месяцев, может быть, и даже с заходом на 2026 год, там еще интереснее все ожидается. Но вот именно я концентрируюсь на этих 2 месяцах. Почему? Потому что энергии собственного благополучия– это как отстроить собственный личный островок безопасности. Представьте, включите воображение. Вы как библейский герой Ной. И вот путешествуя по бескрайним просторам океана с бушующими волнами и не видя берегов, понятно, что вы свой ковчег не начнете буквально менять палубу или менять мачту или какой-то там такой капитальный ремонт делать. Нет, вы будете что-то чинить, обустраивать на месте, что-то, может быть, и латать, исправлять, скорее всего, да, но именно из того, что уже есть. И инструменты те, которые в ваших руках. Это будет очень важно именно на благополучие. Все то, что у нас сложилось или к нам где-то возвращается, как возможность. В период октябрь и ноябрь нужно использовать по максимуму, мои дорогие. Давайте мы узнаем на картах старинного цыганского пасьянса. И это нам больше про события говорят. А потом на колоде Таро мы разберем 3 основные позиции. Любовь, личная жизнь, в целом взаимоотношения, вопросы дома, что в доме спросим. Ну и финансы. Деньги– один из способов взаимодействия с миром и, в общем-то, возможности. По сути, все эти 3 составляющие– это и есть где-то наше благополучие. Итак, давайте узнаем, что нам карты пасьянса раскроют октябрь-ноябрь. И даже октябрь-ноябрь я не вижу, что тут что-то такое, знаете, ну прямо кардинально новое. Ну, может быть, вы на что-то и решитесь, но, скорее всего, это знакомая тема. Вот у вас почему-то 2 меча, это тревога. Ну, может быть, какая-то тема, вопрос вы уже задумали и размышляете, получится, не получится. Ну, давайте раскроем. Какие же вообще события спешат в вашу жизнь? С чем это будет связано или с кем? Может быть и так. Не вижу пока совпадений. Вопросы дома. Ну, у кого-то переезд на кону, у кого-то просто обустройство дома. И это вот значение костер, семейный очаг. Ну, даже если вы один или одна, значит, могут быть вопросы, связанные либо с переездом, или планируемым переездом, или путешествием, или когда вы перемещаетесь, может быть, по работе, или, в принципе, дома обустраиваете что-то, делаете жилье более комфортным. Это все то, что я говорила еще до карт. Могут переноситься какие-то сроки, кстати, да? Или вы, может быть, куда-то собирались прежде, а здесь вот замок вам выпадает, как закрытый путь. Так вот, сроки могут сдвигаться. Нам не говорят, что это вот вы не поедете, но, может быть, вы что-то будете по датам пересматривать. Или к вам какой-то человек собирался ехать, да? Я такое допускаю. Хотя, вот смотрите, маска– закрытый путь. Закрытый путь к каким-то недругам, мои дорогие. Вот это тоже вы, ну, правильно проанализируйте отношения. Я должна сказать, что уделять внимание правильным социальным связям. Это планетарно нас призывает период до конца 2025 года. Может быть, так более рационально даже пересмотреть ваши контакты. Именно социальная жизнь– это где-то включает в себя тех персон, которые, ну, может быть, и чем-то будут полезны. Или когда, к примеру, ну, у нас есть знакомые врачи, у нас есть какие-то узкие специалисты, юристы, когда для нашего собственного благополучия мы можем быстро в каком-то ускоренном режиме обратиться к человеку и что-то прояснить. В принципе,
Если касается людей, как социальные связи, может быть, это не должны быть какие-то пустые контакты, да, вот для того, чтобы, грубо говоря, убить время. Ну, что греха таить, у нас бывает таких вот бесполезных людей достаточно, правда? Но, видимо, сам период нас заставляет задуматься более конкретно, для чего нам нужен этот человек. Потому что ряд задач каких-то может стоять, ну, и для кого-то из вас вот этот замок может означать, что какое-то дело вы завершите, точку в чем-то поставите, как вот закроете путь. Будет решен какой-то вопрос, может быть и так. Смотрим, что еще. Вот интересно, мало совпадений. Когда мало совпадений, я часто и говорю, спокойное течение жизни. Но это просто тревога, понимаете? Вот действительно какая-то тема вы можете обдумывать, получится, не получится. Или, может быть, был с кем-то конфликт, кстати. А здесь будет закрытый путь к конфликту. Вот такое тоже может быть. Или когда вы сумеете договориться, например, да? Примириться, может быть, кто-то сумеет. Я этого не исключаю. У нас в энергии в целом в октябре и в ноябре. Ну, если даже, к примеру, какой-то человек возвращается в вашу жизнь, хотя я допускаю, что это не обязательно будут те, кого мы рады видеть, но, может быть, человек вновь появляется в вашей жизни, чтобы некоторые темы мы проговорили окончательно, разобрались с чем-то. Может быть, разбираться-то все-таки и придется. Это я могу предположить. Но тогда больше конкретики, больше уверенности, да? Или в какой-то теме вы, может быть, и действительно получите уже конечный результат и вообще перестанете об этом думать. Но в нашем раскладе мы можем соединить, смотрите, крайние ряды, карты в крайних рядах, кольцо, прочная связь. Поэтому те, которые прочные отношения, они никуда не денутся, они останутся. Ну, может быть, как проверка временем или проверка какими-то нюансами, такое я допускаю. Так, смотрю, что мы еще можем с вами соединить в нашем пасьянсе. Честно говоря, тоже немного значений не вижу я, чтобы вот как-то тут закрутила вас какая-то карусель событий. Давайте дополним картами Таро. И основные направления, да, первое, это у нас любовь, личная жизнь и взаимоотношения. В целом, что нам скажут карты? Что для вас, мои дорогие водолеи, октябрь, ноябрь? Что ж там на кону? Радость, любовь, возможность познакомиться или недавнее какое-то знакомство, вдохновение. По этой карте нам вообще говорят о том, что это правда или какой-то человек. Вы можете с ним встретиться, случайно познакомиться, или вы сами куда-то можете отправиться, допустим, вам предложат какую-то поездку или маршрут. И, может быть, в путешествии где-то, да, или в недалеком даже поездке, переезде, может быть, даже по делам куда-то вы отправились, вот рядышком. Нам ведь не говорят, да, что невозможно. Вы тоже можете с кем-то познакомиться. Но карта говорит, ты вдохновись моментом. Ты тут пока не строй какие-то грандиозные планы. Может быть, еще предстоит изучить какого-то человека вам. Но доброй энергии мы от них, по крайней мере, не отказываемся. Это и отдых может быть. Это и, в принципе, приятное общение. Может быть, даже с тем человеком, который какие-то идеи интересные такие выдвигает, да, или ход мысли у человека какой-то иной. Нас может тут что-то зацепить такое вот через вдохновение или ну, через какую-то область для нас, новую, неизвестную. Ну, кто знает, может быть, это и стоит продолжать, но скучно, грустно не будет. Вот можно помириться, если прежде была вот как по пятерке мечей первого победа, когда мы говорим, есть такая фраза в русском языке, разошлись как море кораблей. И оно так и получается. По пятерке мечей явно это какой-то конфликт, когда друг друга не поняли. Каждый настаивал на своем, и никто никому ничего не доказал. В разные именно стороны люди расходятся, и каждый имеет свои приоритеты и мнения. А в принципе-то конфронтация, нам говорит сама эта карта, она тебе ничего не дает. И вот эти доказательства, они совершенно бесперспективны.
Тут скорее, как минимум, установить какой-то нейтралитет. Хотя у кого-то это была какая-то минусовая совершенно ситуация, когда вы себя как поверженным, может быть, какое-то поражение могли чувствовать. Все-таки это сложная карта достаточно. Но пятерка – это мелкая карта. Это не то, что служит каким-то нам фундаментом. Но как социальные связи, кстати, эта карта может как раз характеризовать. Значит, какие-то социальные контакты общие каким-то образом могут влиять на вашу личную жизнь. А здесь, смотрите, колесница, вам отсюда только вперед. Не оглядывайся назад. Вообще, это карта перемен. И на будущее уже успеха. Поэтому ну, явно конфронтация, она не помогает. Конфронтация, она скорее будет вызывать вот эту тревогу, понимаете? Какую-то неопределенность. Для вас, мои дорогие водолеи, смело говорю, худой мир лучше доброй ссоры. Как будто бессмысленно, да, вот тут настаивать на своем. А если вы где-то знакомитесь с новыми людьми, ну, тогда дайте возможность узнать человека лучше. Не стройте пока грандиозных планов. И никому ничего не доказываем. Здесь даже новое какое-то знакомство может быть для вас, ну, попросту полезно. Кто знает. Все же следующая карта у нас колесница. Давайте посмотрим, а что еще? Конечно, тут у вас и возможности, мои дорогие, огромные. Смотрите, следом за арканом колесница выпадает маг. Это и вы где-то в этих энергиях, когда вы тут очень многое можете согласовать, изменить, исправить. Вот как тот Ной на ковчеге. И инструменты все в ваших руках. Все 4 стихии в ваших руках. Вы можете предполагать человек, вот с кем, может быть, прежде не договорились. Или, ну, что-то пошло не так. Человек – великий манипулятор. Может быть, я этого не исключаю. Но тогда и вам пространство дает те же энергии, чтобы выстроить как-то правильно взаимодействие. Я тут могу допустить, что есть в вашем окружении эта личная жизнь. И я не говорю, что это именно любовь. Но это может быть личная жизнь и какие-то ваши личные именно вопросы. Может быть, отчасти. Это где-то с учетом карты колесница, связанное с поездками, с переездами или с чем-то новым, прогрессивным, не обязательно это говорят именно про поездки, хотя у кого-то это могут быть даже вопросы, связанные с вашим авто, да, редко, но такое бывает, поэтому будьте внимательны к людям, будьте внимательны и где-то допускайте, что да, вам правды могут все и не сказать, вам придется что-то прочувствовать, как будто интуиция тут будет работать на 5 с плюсом. Более того, если мы говорим по аркану маг, это великий практик, мои дорогие. Это не про магию ни разу. Это не когда у нас там само по себе что-то происходит. Вовсе нет. Это когда мы поставили перед собой цель решить какой-то вопрос или тему. И у нас это получится. Потому что есть какой-то опыт, когда мы точно знаем, как не надо действовать. Вот маг знает. Допустим, если я буду действовать определенным образом, какой эквивалент получу. И если там заведомо какой-то минус, он не будет этим заниматься, не тратить время, какие-то эмоции, но он вообще больше не про эмоции. Но, может быть, даже то, что было где-то на уровне эмоций, а потом какого-то конфликта, вот здесь нужно посмотреть на это беспристрастно. Примите во внимание, что период до конца года, скорее всего, знаете, будут либо события, либо новости, либо какая-то, даже ну, в средствах массовой информации, здесь может приходить ну, какая-то данность, да, или известие, когда это не вписывается в наше понимание. Оно вообще не вписывается и не продумывается с позиции логики, здравого смысла. Но тогда наше подсознание, интуиция, а это не что иное, как интеллект и опыт, вот про мага как раз мы говорим, дает нам возможность правильно провзаимодействовать. Здесь приходится взаимодействовать. Может быть, и вам. Эту маску тоже придется примерять. И даже если вы за собой никогда особого таланта, лицедейства или актерского мастерства не замечали, придется как будто освоить. Ну, вот как-то обстоятельства так складываются. И ведь 2 старших аркана о чем? На вас будут оказывать влияние внешние события и люди какие-то. Может быть, то, что будет связано с событиями и людьми.
вам придется учитывать. Или менять собственную стратегию и тактику. Давайте достанем совет. Ну, не торопись как будто действовать. Не торопись также и очаровываться новыми знакомыми, чтобы потом не разочаровываться. Ну, прямо скажем, да. Ведь это карта часто ожидания. Это карта альтруизма. Это карта, знаете, такой бескомпромиссной какой-то абсолютной любви. Когда ты принимаешь человека, что я имела в виду под словом компромисс, когда мы даже в принципе не раздумываем, а как там человек поступил, мы вот, знаете, отдаемся, растворяемся в партнере, да, нам не нужен этот компромисс, мы совсем согласны, вот тут именно какое-то согласие, ну, тут головы не терять, потому что тут, правда, может быть, вот такие люди неоднозначные, интересные, но с ними надо действовать по-другому. Да, 100% доверия нам не говорят, нет, все же нужно будет брать свои эмоции где-то в руки, я это не исключаю, но и по крайней мере, лояльность в отношениях, лояльность на взаимопонимание, какая-то эмпатия, по королеве кубков это идет, для нас и дает инструменты мага. Потому что улыбка, да, или какой-то, ну, может быть, как участие вам будет помогать. Что вы там будете думать, это уже другое, да, другая совершенно история. Но то, что вы транслируете и излучаете, вот эту эмпатию, дружелюбие, вам это, мои дорогие водолеи, помогает при самых разных вопросах. Повторяюсь, 2 аркана, и это уже практически будущее. Это на какой-то далекий, может быть, период времени. Для кого-то из вас, может быть, и придется быстро собраться и отправиться для того, чтобы какую-то тему решить. Вопрос, может быть, по части перемещения, далекого переезда. И если вот у нас выпадает тут как будто закрытый путь, здесь ведь вы как раз и можете решить конкретный вопрос, и он, как будто вы закрыли его, да? Вот эта тема, она больше над вами не давлеет, не висит, как дамоклов меч. Все, закрытый путь. Вы уже что-то решили или вы с чем-то определились. Что в доме, давайте узнаем. А вы перекладываете на себя, у кого с чем будет связано. А я буду благодарна вашим комментариям. Интересное сочетание. Итак, что у вас в доме, мои дорогие водолеи? Ну, вот тут тоже сам не плашай. По 7 мечей все-таки карта воров. Будьте внимательны, кто или кого вы впускаете в свое жилище. В принципе, нигде не подтверждено, да, вот это элемент воришки. Но из уст в уста передается эта 7 мечей, когда мы что-то можем прошляпить. Понятно, что надо быть более внимательным к паролям аккаунтов. Я всегда про это говорю. Все-таки цифровая эпоха. Мало ли вы с кем договариваетесь именно, ну, через мессенджеры или с кем-то вы общаетесь. Ну, уделите внимание собственному благополучию. Явно тут что-то нужно просчитать. Или понимать, что да, мной тоже могут пытаться манипулировать. Поэтому интеллект тут вам будет, безусловно, помогать. И интуиция, мои дорогие. Иногда эта карта говорит забрать свое. Но забрать свое нам не говорят, что ты настаиваешь тут прям с пеной у рта. Нет, это какие-то тоже обходные маневры. А что это такое? Давайте узнаем еще. Себя беречь точно стоит. И я бы сказала конкретно, вот в ваше жилище кто входит. Или перед кем вы открываете душу. С кем вы откровенничаете, мои дорогие. Подписывая какие-то документы по жилью, будьте внимательны. Может быть и контракты. Посмотрите, король кубков. Вот можно расценивать эту карту как совет. Хотя у нас выпала пара. Помириться стоит. Определенно. И есть возможность. Если, ну, знаете, бывает, нашла коса на камень, а ничего там такого принципиально важного нет. Просто каждый настаивает на чем-то на своем. Но, наверное, не путать тогда чувства и вопросы документов, вопросы материальные, решение некоторых вопросов, которые касаются именно материализма или подписания каких-то договоров, контрактов, или, может быть, вы снимаете жилье, или это купля-продажа, или, ну, какие-то согласования вы делаете. То есть есть какая-то реальность, четкость, и есть эмпатия, чувства. Чувства, когда мы добавляем в конкретные дела, получается такой винегрет, такая путаница – там вообще ничего не разберешь. А если мы хладнокровные,
к делам относимся, да, вот мы правильно как бы вообще исключаем всяческие эмоции или какое-то эмоциональное восприятие любого вопроса, который нужно решать с позиции денег, бумаг, юриспруденции, может быть. Ну, тогда мы более внимательны, это как минимум. И меньше тревог у нас, кстати. А как будто есть тот человек, который вам может дарить чувства. Вот вдохновиться как будто стоит тоже, но при этом не мешать тогда еще и другие дела, вопросы. Давайте еще одну карту достанем. Вот смотрите, вы можете выйти победителем даже в каком-то сложном деле. Но вверху маг. Здесь, знаете, силы равны. Но и манипуляции я не исключаю от начала до конца. Учитесь себя защищать. Учитесь защищать свое благополучие. Причем не через доказательства, а каким-то хитромудрым способом. Так как вот мне ничего не остается сказать. Давайте карту совет. Тут как действовать. У кого-то на кону, правда, переезд, поездка или приезд человека к вам. И явно вам это зачем-то нужно. Либо открывает перед вами новые возможности, перспективы. Может быть, не на данный период времени, а на последующий, потому что это карта заслуженного успеха. Это тот успех, который не буквально вот к нам завтра придет или через месяц, а нам придется еще какую-то дорогу пройти. Но тут искусство первого шага, мы должны на что-то решиться. Очень часто, кстати, это общение через интернет. И, в принципе, это карта, когда мы осваиваем новые цифровые технологии, интернет-технологии. И у кого-то работа на дому. Работа из любой точки мира. Может быть, где-то и та работа, мои дорогие водолеи, как релокация офиса. Вот именно по работе вам куда-то жилье, нужно отправиться, и вы жилье будете менять. И что-то вы тут будете согласовывать, просчитывать, для того, чтобы не попасть в просак. Вот явно есть такой момент, для кого-то это будет актуально. Может быть, и искать жилье будете так, чтобы вас это устраивало. И для работы, и для перемещений, ну, еще каких-то моментов. Но явно вы тут решаете. Пусть нам не сказали конкретно карты пасьянса, но нам тут сказали на дом-то ведь тоже, да? Вот этот семейный очаг, как и стены буквально, или местонахождение, так и домочадцы. Ну, что-то подобное нам раскрывают обе позиции по Таро. Видимо, вокруг дома, вашей личности и личной жизни закручиваются какие-то перемены, именно перемены. И эта карта отчасти перемен, но это наша решимость и последующие шаги. А аркан колесницы – это возможности. Хорошо, давайте мы с вами финансы рассмотрим. Тут отказываться почему-то нельзя. Ни в коем случае. Но и быть внимательным. То есть, если мы сказали искусство одного шага, сделал шаг, осмотрись, отдышись, проанализируй, что вокруг, что говорят люди, что есть на самом деле. Понимаете? Вот тогда и будет эта победа. Если это вопросы чувств или вопросы, связанные с человеком, который любит вас, и вы любите его, то есть какой-то взаимный энергообмен, ну, тогда, может быть, и менять методы вам тоже придется. Ну, по финансам. Смотрите, еще один старший аркан, правда? Кто-то из вас может завершить, вот как этот замок, окончательно какую-то длительную историю. Получить, может быть, гонорар. Даже мы смотрим на финансы все-таки, да, и карты перевернулись. Королева Пентаклей – это та, которая умеет сделать сказку былью, которая умеет благополучие отстроить с нуля, комфорт, уют создать, буквально начиная с пустого места. Я имею в виду, кому-то, может, и придется перемещаться далеко в силу разных причин, внешних обстоятельств. Тогда не волнуйтесь, мои дорогие. Вы обустроитесь еще лучше, чем на прежнем месте. Это точно. Может быть, я даже могу предположить, что для кого-то из вас переезд совершенно необходим, потому что в другом месте вы раскроете свои таланты лучше. Может быть, для кого-то из вас внешняя обстановка как раз заставляет куда-то перемещаться. По аркану мир – это возможности для вас. Весь мир у ваших ног. И здесь что хотите. У нас лавровый венок. Это популярность, известность. Пожалуйста, если хотите. Если хотите власти, как будто тоже все возможно. По 21-му старшему аркану возможно все. Но это старший аркан. Это не буквально вот завтра.
А это какой-то период времени еще вам нужно продолжать в заданном режиме вот эту победу сохранять. Пусть вам на дом. Но в целом ведь это какие-то правильные действия, которые приводят к победе. Или когда мы видим плоды труда своего. Хотите денег? Пожалуйста, золотой телец. Работа с информацией, пожалуйста, помощь высших сил. Но вот понимаете, это в целом какой-то красивый узор из наших желаний. И по королеве Пентакли это и есть благополучие. И здесь и материальная составляющая, которая требует контроля. Вот будьте реалистами, это правда. Но и вдохновение здесь отнюдь не на последнем месте. Вот и интересно, у вас какой-то многообещающий расклад. Пусть нам расклад по пасьянсу не сказал многое, да. Вот может быть и ваши какие-то планы, громадье, будем говорить, отсюда и тревога. Ну вот, наверное, вот этот элемент очага, он и включает, как для кого-то и переезд, и как новый этап жизни, и включает перемещение, новую работу или новый вид занятости, может быть и отношения. Тут у кого что. Итак, финансы. Для водолеев октябрь, ноябрь. Есть какое-то разочарование. Но вот у нас вверху, смотрите, у нас вверху, это у нас была карта совет. Положу ее сюда. Смотрите, у нас сверху семерка мечей, я говорила, карта вора. Вот что-то не прошляпьте. Тут именно самому надо, ну, не сглупить, наверное, тоже. Быть предельно внимательным. Включайте критическое мышление, это точно. Может быть, на данный период времени, когда вы смотрите расклад, вы недовольны в целом финансовым положением. И понимаете, что вам нужны новые варианты, может быть, заработка. Я такое могу предположить. А у кого-то все три карты, да, в соединении, или вот эта закрытость некоторая, когда вы где-то сами совершили ляпсус, и теперь уже вы понимаете, что так не надо было делать, но тем не менее, что сделано, то сделано, то вот вам надо отстроить все равно в любом случае какие-то возможности. По нулевому аркану есть определенный элемент вдохновения, который вам помогает. Наш шут именно в этой колоде. Он как маг, посмотрите, жонглирует всем зодиаком. Но прошляпить-то мы все равно что-то не должны. И отказаться как будто тоже вот в новых условиях быть реалистом. Ух ты. На кону императрица, мои дорогие. Надейтесь сами на себя, когда выпадает эта карта в моих раскладах. Да, это карта статуса. И она обещает, что может быть и новый статус для кого-то. И пусть это через вашу занятость, получение должности новой, к примеру, если вы работаете в организации. Если это новое дело какое-то, значит, тоже нужно надеяться на себя. Но перспективы тогда есть волшебные. Здесь можно изменить статус и где-то через уже какие-то наработки, но и одновременно какая-то прежняя минусовая ситуация, может быть, знаете, была вам как по судьбе. Чтобы правильно отделить зерна от плевел и в чем-то больше не ошибаться. Что-то не прошляпить, опять же. Но перспективы шикарные. Семья. У кого-то поддержка семьи, поддержка вашего партнера. Возможно, это решение вопросов именно в паре, через, ну, как договоренности. Может быть, это семейный какой-то вопрос. У нас семья конкретно представлена. И это праздник после победы. Победа у вас уже выпала, но, видимо, от договоренности будет и от вашего какого-то правильного просчета зависеть общая какая-то картина. Как и для вас, так и перспективы на будущее. И я тут вижу от чего-то отказываться точно нельзя. Но и настаивать-то, понимаете, все-таки маг выпадает. Тут и люди могут быть самодостаточные или со своими желаниями, или с какими-то принципами. И от того, как вы сумеете договориться, у вас может быть и финансовый вопрос какой-то решится, но плюс еще и вопрос по работе или по месту нахождения. Вот тут все для вас в целом важно. Может быть, даже какие-то вопросы рабочие в целом формируют ситуацию по дому, по месту проживания, пребывания, а то и личную жизнь. Я тоже такое допускаю. Тут нет, понимаете, как чего-то разрозненного. Здесь именно какое-то взаимодействие общее предусматривается. Но у вас очень большие возможности. Это на самом деле так. Давайте карту совет.
Ну, как будто не оглядывайся назад. Не случайно вам выпала карта колесница. Карта точно так же говорит: не пользуйся прежними методами, они не будут работать, или ты повторишь еще раз какую-то ошибку. Что еще? Сепарация – это только иллюзия, с кем-то не поссориться. Влюбленные, мои дорогие, здесь может быть вам уже знакомый человек или правда у кого-то личная история. Вот как будто личная история или в каких-то контактах, да, правильных социальных контактах, если вы правильно их выстраиваете, опять же, да, или находите общий язык, и общая ситуация у вас тоже может выровняться. А здесь, значит, нужно принять ту реальность, которая сложилась. Возможно, из тех персонажей, которых вы мечтали, иногда бывает эта карта ностальгии. И одновременно мы понимаем, что, ну да, какая-то тема не может быть продолжена, а сейчас в наших руках другие ресурсы. Тогда не надо мечтать о несбыточном. Ну вот сложно мне трактовать, поскольку у каждого из вас своя судьба. Но если вопрос словно упирается именно в какой-то конфликт, просто нам уже не одна карта об этом говорила, то договориться, я вижу, можно. Хотя и, знаете, тут может быть сложный такой момент для кого-то, когда, может быть, и есть отношения, которые вы не можете отменить. И прежде вы бы уже готовы даже были от них отказаться. И понимаете, что в некоторых пунктах вашей деятельности или планов правильное взаимодействие с конкретной персоной вам бы чем-то было полезно именно. Тогда не отказывайтесь от того, что полезно. Опять же, сепарация – это иллюзия. Но и держите глаза открытыми. Может быть, нас сводит еще с людьми из прошлого на какой-то короткий даже период жизни судьба. Но значит, это тоже по замыслу Творца нужно. Вам постоянно нужно отделять зерна от плевел, мои дорогие. И прежде чем вы окончательно с чем-то разберетесь, не торопиться вот так вот рубить с плеча. Или быстро как-то, ну вот, пытаться все расставить по местам. Тут придется анализировать и слушать интуицию или шестое наше чувство. Быть мудрым от начала до конца. Интересный период, хотя и непростой. Я буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя. А я благодарю вас за вашу спонсорскую помощь, поддержку. Благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.